Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет комбинированное видео, в котором будет не только распаковка новой посылки, которую я давно уже хотела протестить на своем канале, она небольшая, но очень интересная, а также я покажу вам дополнительно тест-драйв того, что лежит в данной посылке, и плюсом будет небольшой мастер-класс для всех тех, кто хочет посмотреть, как же все это будет выглядеть в работах в Револите. Ну что же, поехали! Ни для кого не секрет, что в принципе поиск швенца — это довольно сложное занятие, и я до сих пор еще нахожусь в поиске, но вполне вероятно, что данная посылка поможет мне в этой нелегкой задаче. Ну что же, давайте приступим к распаковке. Я, правда, уже открыла сам конверт, поэтому отрезать на камеру не буду. Сразу покажу, что же у меня лежало внутри. Внутри у меня два пакетика, и сейчас мы будем их дополнительно открывать и смотреть, что же в них лежит. Я прекрасно знаю, что у многих возникает вопрос по поводу швенц, где купить, какие лучше. Но в этот раз мне пришли на обзор интересные швензы, а также крепежи для брошей и карабинчики для браслетов. Давайте посмотрим. Итак, первая пара, которая мне попадается, это вот такие вот очень милые треугольнички. Посмотрите. Какие же они миленькие, а как приятно блестят. Вот швензы поближе. С ними будет очень приятно сплести какие-нибудь сережки геометрической формы. Кстати, тренд на геометрические формы до сих пор еще остается в моде, поэтому я думаю, такие швензы будут как нельзя кстати. И посмотрите, насколько красиво они переливаются на свету. Они очень легкие. Вот так выглядят швензы с обратной стороны. Далее мне попадается еще одна пара швенц, здесь есть отверстия, и выглядят они немножко согнутым кругом. То есть вот посмотрите, у них есть небольшой изгиб на сережке, но опять это все геометрическим формам, что у нас до сих пор еще в тренде. И еще мне понравилось то, что они идут гвоздиками. Это очень удобно, надел сзади заглушку и все, а здесь у нас идет само основание кружева. Как вы уже поняли, я не остановилась на покупке треугольников, кругов, я решила взять еще и ромб. Посмотрите, какие они классные, блестят, очень красиво, честно. Я сегодня, кстати, хочу дополнительно протестить эти швензы. Эти ромбы смотрятся уже как самостоятельные сережки, но вот единственное, у них есть, видите, дырочка внизу. Насколько я помню, в магазине есть вариант полностью гладких, но я решила выбрать именно такую модель, потому что, на мой взгляд, она лучше переливается, и, наверное, у нее больше все-таки граней, кажется, как будто бы. Здесь вот идет дополнительная, видите, шлифовка сверху, она, кстати, повторяется также и с обратной стороны. Также я не удержалась и решила взять вот такие колечки. Думаю, это довольно универсальная форма. Прикрепить можно любые кружевные сережки, но я здесь вижу, скорее всего, небольшие кружевные сережки, которые можно будет прикрепить за вот это соединительное кольцо. Оно, кстати, разгибается, если что, не запаяно, то есть его можно будет отогнуть и вставить туда кружево. Но я, скорее всего, буду использовать метод оплетения, либо просто вставлю дополнительное соединительное кольцо, то есть сделаю такой некий переходничок, а потом уже дополню их кружевом. Далее у меня швензы с английским замком. Дополнительно вот здесь у них идут камушки. То есть они прекрасно блестят. Мне кажется, это достаточно универсальная форма, которая подходит почти под любые сережки, которые мы плетем. Давайте посмотрим на сам замочек. Отлично. То есть он прям даже щелчком застегивается. Видите? Прям отлично. Я вот больше всего переживала, чтобы вот эти как раз-таки замочки были не слабенькими и не тугими сильно, они прям сделаны то, что нужно. И второй тоже. Точно так же. Отлично. У сережек имеются также опять колечки, за которые мы можем присоединиться. Их здесь можно будет, если что, поджать. Далее, для повседневной носки я решила выбрать вот такие вот кругленькие маленькие швензы. Мне они тоже очень понравились. Мне нравится их форма, то, что они круглые, и мне нравится их универсальность. Действительно, очень красивые швензы. Я вот их каждую из форм смотрю, и я даже не знаю, какие больше всего мне понравились. Ну и, конечно же, я взяла на пробу гвоздики, самые обычные. Камушек очень яркий, переливается прям вообще замечательно. Соединительное колечко также имеется, и это опять у нас, вот видите, здесь просто гвоздики идут. Насколько я поняла, металл у этих швенц
не темнеет со временем, но опять это мы все проверим. Ну а также я взяла 2 пары обычных швенц, я думаю, это, наверное, уже классика, многие, знаю, рукодельницы используют такие в своих работах. У меня их 2 пары. При желании колечко, видите, здесь соединительное, отгибается, вставляется кружево и загибается обратно. Мне кажется, это довольно популярный вариант для наших кружевных изделий. Ну что же, а теперь мы откроем второй из пакетиков. Как оказалось, что его не нужно было отрезать, а я зачем-то отрезала первый. И хочу показать вам еще дополнительно обычные швензы, которые я чаще всего использую в своих работах. Они мне нравятся за простоту. Но в этот раз я решила взять необычные. Они немножко отличаются от моих, которые у меня есть. Посмотрите, у них вместо обычной бусины, как мы привыкли, золотистого цвета, здесь идут бусины с дырочками, то есть у них имеется рисунок. Мне кажется, это очень необычно, и таких я еще не видела, не встречала. Я заказала себе 5 пар, чтобы хватило надолго. С серьгами мы закончили, и теперь я хочу показать вам интересную застежку, которую я впервые буду пробовать. Видела ранее у кружевниц, что они такие используют. Я, если честно, такие еще в работе ни разу не пробовала. Здесь идет колпачок, все очень плотно закрывается, а сюда крепится кружево, будет удобно его вшить прямо в работу. Мне понравилась такая застежка тем, что, во-первых, это не совсем обычно, и в любом случае можно будет сделать какой-нибудь цветок. То есть вот, например, у меня есть работа, я могу сделать здесь красивую брошь, зацепить ее за кружево, естественно, сзади мне нужно будет оплести дополнительно работу. То есть, если я ее буду подкладывать, то мне нужно будет сделать дополнительно еще изнанку, вшить, естественно, все это дело, и потом у меня будет брошь выглядеть вот так. Мне кажется, очень красиво. Единственное, может быть, нужно поиграть с размерами самой длины вот этой булавки. Можно заказать их покороче, можно подлиннее. Я взяла, насколько я помню, среднюю длину. Здесь, конечно, у меня кружево маленькое, я хотела сделать именно побольше, какую-нибудь продолговатую интересную форму. У меня есть задумка как раз таки, и я надеюсь, что я смогу применить такой крепеж к своей новой работе. Ну а также я решила взять магнитную застежку. В принципе, они всегда нужны. Кстати, магниты очень хорошо держат, вот честно, прям очень хорошо. То есть они прям примагничиваются раз и все. Магнитик хороший, застежку я взяла небольшую, но в любом случае такой крепеж не лишний. Знаю, что многие пишут о том, что иногда можно потерять изделия с такими магнитными застежками, но мне кажется, что именно этот вариант позволит остаться браслету на месте. Как вы заметили, нигде нет никаких потертостей, нигде нет никакого брака. То есть мы действительно видим, что у нас фурнитура пришла достаточно качественная. Ну что же, я забыла рассказать вам самое важное. Это скидка по моему личному промокоду. Вот здесь он будет полностью прописан. Это Ксения Промо. То есть все очень просто. Пишем полностью заглавными английскими буквами. Данный промокод даст вам скидку в размере $1 для заказов на сумму от $7. Ссылку на магазин я прикреплю внизу в инфобоксе, поэтому обязательно раскрывайте его, смотрите, переходите, и после этого вы должны будете следовать несложной инструкции. Для того, чтобы воспользоваться промокодом, вам нужно будет вначале выбрать товары. Далее мы переходим в корзину, отмечаем то, что нам понравилось. Вот видите, здесь я ставлю галочки обязательно. После этого я нажимаю кнопку «Купить», и вот с правой стороны сбоку мы вводим промокод «Ксения Промо». Ввели, и видите, у нас высвечивается скидка в размере $1. Естественно, чем больше покупка, тем выше будет ваша скидка. Хочу также заметить, что данный промокод будет действителен до 31 декабря, то есть до Нового года. Напоминаю, что все ссылки будут указаны внизу под видео. А сейчас мы приступим именно к
тесту данной фурнитуры. Я выбрала два способа проверки. Во-первых, одну пару швенц я решила положить на сутки в воду, просто обычную воду, посмотреть, потемнеют они и вообще что с ними случится. А вторую пару мы с вами постираем в стиральной машинке. Посмотрим, что же с ними произойдет. Я уже подготовила баночку, то есть мы опустим их в обычную воду. Произойдет с ними что-то или нет, окислятся они, потемнеют ли. Посмотрим. Возможно, покрытие настолько стойкое, что никакая вода ее не возьмет. Ну что же, а вторую пару сережек мы с вами постираем, как я и говорила ранее. Я нашла вот такой вот пакетик прозрачный. Он пропускает влагу, опуская их внутрь. Для начала я их туго затяну и завяжу, но еще дополнительно хочу перетянуть резинкой, чтобы на всякий случай они у меня не выпали при стирке в сам барабан. Ну что, как-то так это выглядит. Надеюсь, все останется живым. Ну что же, пойдемте к стиральной машинке поближе и посмотрим, как все это дело будет происходить. Итак, машинка у меня самая обычная. Я решила поставить на самую простую программу. Это получается на 1 час. Вот, пожалуйста, 59 минут. Поставила на 40 градусов. Думаю, этого будет более чем достаточно. Ну что, берем наш пакетик и кладем его туда. Все, он благополучно там. Закрываем и нажимаем кнопку «Старт». Я, конечно, очень надеюсь, что этот пакетик останется целым и не разлетится в разные стороны. Ну что, у меня машинка пропиликала окончание стирки. Будем открывать. Здесь, видите, End стоит, прошел час. Так что открываем, ищем сам пакетик. Я думаю, это будет непросто. Итак, я его нашла. И вы знаете, что самое интересное? Вот, покажу поближе. Он у меня как был, так и остался запечатанным. То есть, в принципе, здесь ничего с ним не случилось, но я не понимаю, вообще не понимаю, как такое могло произойти. И видите, одной швензы нет. То есть мне сейчас нужно будет найти швензу, которая потерялась в самом барабане. Я надеюсь, что я ее найду. Но вот как я сейчас смотрю на саму швензу, в принципе, она не повреждена и осталась точно такой же, как и была первоначально. Итак, после непродолжительного поиска я ее сразу нашла в вещах. И скажу вам сразу, то, что она вообще никак не повредилась. И давайте все-таки посмотрим поближе. Я сейчас сменю ракурс и покажу вам получше, потому что мне так не особо удобно, если честно. Ну что же, вот я еще раз хочу показать вам сам пакетик. То есть вот он не порванный, но при этом швенза одна у меня убежала. Я так подозреваю, что, наверное, через вот эти швы, которые здесь есть внизу. Поэтому, я думаю, не стоит жалеть. И разрежем его и просто достанем швензу, которая у нас здесь застряла. Помотала ее знатно, но она полностью целая. То есть я не вижу даже царапин на ней никаких. Давайте покажу прям максимально близко, чтобы вам было хорошо видно. Посмотрите, то есть в принципе ничего с ней вообще не случилось, хотя ее там крутило вместе с одеждой целый час. А вот вторая швенза, которая оказалась в самом барабане, которую я нашла, с ней в принципе тоже ничего не случилось. Отлично. То есть это испытание у нас швензы прошли, ставлю им огромный плюс. Ну что же, а теперь пришло время проверить, что же у нас стало со вторыми швензами, которые я оставляла на сутки. Зрительно я, в принципе, никакого изменения не вижу, но давайте все-таки достанем, посмотрим. Обмакну их на бумаге и посмотрим, что же у нас с ними произошло. А ничего с ними не произошло. Вот смотрите, пожалуйста, ничего, шинки, с ними вообще не произошло. То есть я, в принципе, могу ручаться за качество данного покрытия. Конечно же, по-хорошему было бы в идеале проверить вообще все сережки, которые у меня есть в наличии, но это, в принципе, довольно долго. И по качеству я не вижу разницы между вот такими швензами и швензами, которые мы испытывали. Так что вполне могу рекомендовать данные швензы. Честно, я очень переживала, что же будет с швензами после стирки и замачивания их в воде на целые сутки. Я боялась, что они потемнеют, но, как видите, ничего не случилось. Я этому очень рада. Возможно, конечно, вы скажете, что этого тест-драйва недостаточно, но в принципе моей фантазии хватило только на это. Возможно, у вас есть какие-то еще варианты, пишите их в комментариях, я обязательно все испробую. Ну а теперь самое приятное для кружевниц – это новый мини-мастер-класс.
Так как я решила сделать комбинированное видео, теперь мы приступим к плетению сережек. Ну что же, мы приступаем к практической части. Будем плести сережки. Использовать я буду капрон, он у меня толстый. Далее. Плести мы будем вот такие сережки. Схема довольно простая, но при этом нам придется немножко изощряться, так как начало плетения мы будем начинать именно с дуги. Нам понадобится 2 челнока, крючок и нитки, которые вы будете использовать в работе. И перед началом ее плетения мы должны связать 2 хвостика между собой, но при этом один из хвостиков оставляйте подлинней, для того, чтобы вам было комфортно потом его вшить в работу. Узел я сделала. Теперь хвостик длинный оставляю с одной стороны. Далее приступаю к работе. Первую дугу мы плетем по схеме 15 пико 3. При этом не забываем, что нам нужно будет заправить один из хвостиков сразу же в наши узелки. Видите, я хорошенько подтягиваю. Вплетаем в 2-3 узелка. И прячем хвостик. Я его еще дополнительно всегда опаляю зажигалкой. Кстати, сейчас вы можете видеть схему, по которой мы будем плести нашу сережку. Если вам интересно, то всегда можно перейти просто по ссылке под видео. Я дополнительно прикрепляю и выкладываю свои схемы в своем телеграм-канале. Их там можно скачать и спокойно плести, если вам некомфортно работать по видео. Итак, я спрятала хвостик в 3 узелка, отрезаю и обязательно еще немножко опаляю зажигалкой. Прям чуть-чуть. Этого достаточно. Плетем 15 узлов. После этого мы делаем соединительное пико и плетем еще 3 узла. Далее мы снимаем челнок с руки. Как видите, у нас здесь остался один хвостик. Вот видите, у нас здесь осталась ниточка торчать, я ее просто опять опалю, и ее будет незаметно. Далее мы начинаем плести колечко. Плетем его по схеме 8 пико 8. Всегда обращайте внимание, вот здесь сбоку я прописываю саму схему, чтобы вы не запутались. Колечко затягиваем. Далее мы плетем следующую дугу, то есть меняем челноки местами в начале. Дугу мы плетем по схеме 3 пико, 5 пико 8. Хорошенько подтягивайте узелки, чтобы они у вас были плотно друг к другу, и дуги были у нас жесткими. Сплели, обязательно подтянули работу. Далее мы будем плести следующее колечко, которое у нас будет соединяться с кольцом, которое мы сплели ранее. То есть мы меняем челноки местами, продолжаем плетение. Плетем кольцо по схеме 6 пико 12. Плетем в начале первых 6 узлов. Сплели, далее выполняем соединение за пико от колечка. Далее плетем еще 6 узлов, пико 12. Я затягиваю колечки прям до скрипа, чтобы они были максимально затянутыми. Работа у нас сейчас выглядит вот таким образом. Далее мы меняем челноки местами и будем плести следующую дугу. Она у нас плетется по схеме 8 пико 5.
Пико делайте достаточно маленьким. Большое пико здесь не нужно. Доплетаем до конца. Это еще 5 узелков. 4, 5. Подтягиваем. Далее мы меняем челноки местами и плетем центральное верхнее колечко, которое у нас плетется по схеме 12 пико 12. Но пико я убираю, я его не буду делать, я просто сплету 24 узла. Если вы хотите, например, зацепить вашу швензу именно за пико, то можете ее оставлять, либо же просто вплести после первых 12 узелков. Далее мы должны сплести такую же вторую половинку. Поэтому мы начинаем плетение с дуги. Дугу начинаем плести по схеме 5 пико 8. Меняем при этом челноки местами и продолжаем плетение. Сережка на самом деле плетется очень быстро. Плетем первых 5 узлов. Сплели, опять подтянули. Далее мы выполняем соединение за пико, которое у нас есть на предыдущей дуге. Продолжаем плетение еще 8 узлов и затягиваем дугу. Далее меняем челноки местами и плетем колечко 12 пико 6 пико 6. Снова при этом меняем челноки местами. Далее переворачиваем, меняем челноки местами, будем плести дугу 8 пико 5 пико 3. При этом после первых 8 узелков мы должны будем выполнить соединение за дугу, которая у нас на противоположной стороне. Пико у нас там есть, вот как раз таки за него мы и будем выполнять соединение. Плетем в начале первых 8 узелков. Выполнили. Далее мы будем соединяться за пико от дуги. Вот оно, вот здесь. Выполняем соединение. Далее плетем еще 5 узлов. Делаем небольшое пико и 3 узла доплетаем и подтягиваем узелки на дуге. Работу снова переворачиваем. Плетем маленькое колечко 8 пико 8. При этом мы его будем соединять с кольцом, который у нас находится сбоку. За пико. Плетем в начале первых 8 узелков. Сплели. Далее выполняем соединение за пико от колечка бокового. Выполнили. И плетем вторую половину кольца. Далее мы переворачиваем и меняем челноки местами. Будем плести дугу. Плетем ее по схеме 3 пико 15. Итак, дуга у нас готова, и теперь мы должны ее соединить за пико, который у нас есть на боковом кольце. Вот сюда. Соединение выполняйте максимально плотно. Так, и теперь, смотрите, мы должны сделать переворот дуги. То есть мы меняем челноки местами и теперь пойдем уже плести вниз.
Поэтому сменили челноки и продолжаем плетение. Здесь у нас будет плестись 23 узла, потом сделаем небольшое пико и 8. Сплели 23 узла, и теперь мы должны выполнить соединение за пико, который у нас есть на предыдущей дуге, то есть вот тут. Аккуратно выполняем соединение. Так, далее мы плетем еще 8 узлов. И также выполняем соединение за следующее пико от дуги, которая у нас находится посерединке. После этого мы снова меняем челноки местами, и теперь у нас направление дуги немножко изменится, то есть направление узлов на дуге изменится. Мы делаем переворот, меняем челноки местами и плетем далее снова дугу 7 пико 3. Пико делайте небольшим. Подтянули. Далее мы сплетем трехлистник. Он у нас будет состоять из 3 разных по диаметру колечек. Первое кольцо из них будет плестись 9 пико 3. Не забываем сменить челноки. Следующее колечко у нас будет плестись по схеме 3 пико, 13 пико 3. При этом после первых 3 узелков мы будем выполнять соединение за предыдущее кольцо. Вот, я сплела 3 узла. Далее выполняю соединение. После этого плету еще 13 узлов. Делаю небольшое пико и еще 3 узелка. Затягиваю туго, чтобы оно у меня было плотным. Итак, посмотрите, что у нас сейчас получилось. Конечно, работа пока что кажется кривой, но когда мы доплетем до конца, все будет лежать у нас ровно. Далее мы плетем следующее колечко по схеме 3 пико 9. При этом после первых 3 узелков мы выполним соединение. Итак, выполняем соединение за предыдущее кольцо. Ориентируйтесь на схему, если вам непонятно что-то из видео. Далее плетем еще 9 узлов. Затягиваем. Следите, чтобы у вас кольца были затянуты до конца. Следующая дуга у нас будет плестись по схеме 3 пико 7. Не забывайте менять челноки местами. Работу для удобства я немножко отгибаю в сторону. И начинаем плести первых 3 узла. После этого мы выполним соединение за пико от дуги, которая у нас находится на противоположной стороне. Вот у нас здесь небольшое пико.
Выполнили соединение, плетем еще 7 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за дугу, которая находится у нас вот здесь. То есть вот пико. Работу специально подворачиваю, чтобы мне было удобно ее присоединить. И аккуратно выполняю соединение. Поправляю, чтобы работа лежала ровно. И теперь мы меняем челноки местами, так как у нас далее дуга плетется в другую сторону. Доплетаем дугу по схеме 8, пико 23. Но при этом не забываем, что после первых сплетенных 8 узелков мы выполним соединение за пико, который у нас есть на дуге выше. Обязательно подтягиваем и выполняем соединение. Далее нам остается доплести только 23 узла. А далее у нас начинается самое интересное в работе. У нас остается 3 хвостика. Естественно, я их отрезаю с расчетом на то, чтобы мне было их удобно заправлять. То есть оставляю их довольно длинными. И беру иглу. Для начала я буду прятать хвостик от дуги, которая у нас находится внизу. И просто прохожусь за пико. Обязательно хорошенько подтягиваю, чтобы у меня ничего не торчало. Далее я прохожусь в ближайший узелок, прям за основание. И снимаю иголку. Пока что мы работу с этой дугой закончили. Далее мне понадобится нить, которая у нас идет от второй дуги. То же самое я прохожусь аккуратненько через пико. Кстати, напишите в комментариях, как бы вы сплели эту схему. Возможно, начали бы ее плести, потому что, если честно, при придумывании этой схемы я сломала себе голову, как же лучше сделать и как же проще ее сплести. Потому что рисунок был уже мною придуман давно, но вот из-за вот этих нюансов, которые у меня возникли в работе, я очень долго не решалась ее сплести. Далее мы снова проходимся в ближайший узелок и прячем хвостик. Далее мы видим, что работа у нас в принципе готова, но я не до конца сейчас вшиваю хвостики лишь по одной причине, чтобы посмотреть, чтобы у меня дуги, которые сплетены по бокам, были симметричными. Если вдруг мне что-то не нравится, я просто немножко растягиваю работу. То есть вот здесь вот мне, например, не нравится, я чуть-чуть подтянула, все. Как только работа у вас легла так, как нужно, оставляйте ее и вшивайте, фиксируйте кончики. В принципе, здесь ничего сложного нет. Сейчас вот 2 хвостика у меня уже спрятаны, то есть вот они. Мне осталось их только обрезать и опалить. У меня остался 3-й, мы его прячем по тому же самому принципу. Но при этом 3-й хвостик, который у нас идет от узелков, мы прячем не через пико, а сразу в узелки. Что это значит? То есть мы не проходимся через пико, а сразу же начинаем вшивать вот здесь вот в узелки, прячем их также в основании. Покажу немножко поближе. Конечно же, скажу сразу, что прям 100% незаметно это сделать очень сложно. В любом случае, скорее всего, будет видно немного. Но можно это минимизировать. Например, если вам не нравится такой результат, вот посмотрите, что у меня получается. Если вам такой результат не нравится, вы всегда можете, например, расщепить нитку и одной
какой-нибудь частью нитки просто вшить это все дело в узелки. Тогда будет более незаметно. Теперь я переворачиваю работу и просто на этой стороне аккуратненько начинаю обрезать по одному хвостику. И сразу же фиксировать их зажигалкой. То есть вот я обрезала и опаляю хвостиком. Все. Хвостик будет надежно зафиксирован. Можете не сомневаться, я уже такой способ использовала 1000 раз. Если вдруг что-то в вашей работе не легло так, как нужно, вы всегда можете, например, работу зафиксировать и дать ей дополнительное укрепление. Это может быть желатин, может быть клей ПВА, то есть на ваше усмотрение. Также я хочу предложить вам вариант не просто сережки, а, например, сережки с расшивкой. То есть вот одна из моих сережек, она была с дополнительной расшивкой. Я добавила здесь небольшие бусинки сверху и внизу. Тоже как вариант. То есть какой из вариантов вы выберете, это уже на ваше усмотрение. Расшивку я делала довольно просто. Я взяла мононить и мононитью аккуратно вшивалась в узелки, в основании узелков, проходилась по несколько раз и фиксировала на изнанке все свои хвостики. То есть вот работа у меня получилась в принципе двухсторонняя. Ну а теперь давайте вместе оденем швензы, посмотрим, как они будут смотреться на сережках. Я любитель обычных крючков, для меня они максимально универсальные, которые подходят почти к любой модели сережек, поэтому я буду использовать их в своей работе. Определяем, с какой стороны у вас будет изнанка, с какой лицевая сторона, и то есть вот такие вот интересные, довольно массивные крупные сережки у меня получились, но при этом они очень легкие. Ну что же, на сегодня наше видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам оно было интересным и полезным. Обязательно пишите, какие швенцы вам понравились больше всего и где вы заказываете, например, свою фурнитуру. Я думаю, что такая информация будет полезна для всех. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.